I finally think I'm fine with that. I know it hurts when love bites back, but it's your fault. I wish you'd just accept that. I got a better place to be, where the only focus is me. Neon waitlist got me feeling like I'm flying. I've been holding on to these dreams. I'm ready to take the leap, 'cause I've been holding that in your stars. Мои дорогие хозяюшки, это информация для вас.
Сейчас будет обзор вот такого замечательного помощника для уборки в вашем доме. Это беспроводной вертикальный пылесос Redroad V17. Вот такая коробочка ко мне пришла. Вы уже поняли, сейчас будет распаковка и тест-драйв этого пылесоса. Давайте же заглянем внутрь и посмотрим, что предлагает нам производитель. Вот в таком виде вам придет ваш пылесос. В комплектацию входит адаптер питания для зарядки пылесоса, инструкция к эксплуатации. Кстати, прошу заметить, с переводом на русский язык. Основной блок, насадка для пола, 2 запасные турбощетки к этой насадке, трубка-удлинитель, аккумуляторная батарея, настенный держатель, удлинители с гибким шлангом и со складным коленом. Смотрите, сколько разнообразных насадок для всех случаев жизни, я так думаю. Более маленькие, компактная такая труба для того, чтобы... Ну, я все продемонстрирую. Убирать в труднодоступных местах. Да, даже вот такая щетка, не знаю, вполне возможно, что для машины, ну или что-то в этом роде. Слушай, у меня прям руки чешутся уже приступить к его тестированию. Собираем и пылесосим. Собирается наш аккумуляторный пылесос легко и быстро. Как устроен Redroad V17? На рукоятке привычно размещен курок для включения и выключения. С торца мы видим дисплей, на котором находится механическая кнопка. Нажимая, мы меняем уровень мощности. Если ее зажать, то курок блокируется во включенном положении, и не нужно будет его постоянно удерживать при эксплуатации пылесоса. Сверху при выворачивании извлекается фильтр. Кстати, его можно промыть водой. Пылесборник мягко открывается через нажатие на кнопку. Внизу расположена щеточка для чистки пылесборника. Циклон с сеткой также вынимается. В основной насадке есть LED-подсветка. Насадка с 2 валиками. Валики удобно извлекаются нажатием на кнопку. Их можно снять и почистить от намотанных волос и шерсти. Небольшой щетке очень удобно чистить мягкую мебель. Занимает немного времени. А насадки с мягкой щетиной я нашла классное применение при уборке. Одеваю гибкий шланг на пылесос, и это облегчает работу в труднодоступных местах на полках. Щелевая насадка оснащена подсветкой, которая действительно помогает тщательно собирать мусор в труднодоступных темных местах. Классное решение от производителя. Удлинитель со складным коленом я использую при уборке под шкафами, под креслами, под кроватью. Это и правда очень упрощает уборку без лишних телодвижений. Тоже огромный плюс пылесосу и его производителю. Ну и давайте протестируем Redroad на его главную функцию – всасывание грязи и мусора. У нас есть собака. Пробуем корм. Пылесос отлично справляется. Перед этим я посадила цветок и просыпала немного земли. Посмотрим, как Redroad справится с этой работой. Прекрасно, все чисто. А как насчет ковра? Ну что же, и с этой задачей Redroad хорошо справляется. У нас есть большой пылесос, но он очень неудобный в плане собирать, вытаскивать. Но этот пылесос просто будет палочка-выручалочка для меня. Вы знаете, у нас есть кошка, собака и везде шерсть, на мебели, на полу, поэтому я думаю, одной проблемы меньше. И, конечно, очень здорово и компактно хранить такой пылесос, потому что есть мега крутой настенный держатель. На нем можно разместить все насадки и соединители, идущие в комплекте. Предусмотрена удобная зарядка пылесоса на настенном держателе. И есть даже второй порт для сменного аккумулятора, если вы вдруг надумаете его докупить или приобрести. Все очень компактно, не мешает, удобно и просто. Ну и, конечно же, ссылку, где вы сможете заказать себе вертикальный беспроводной пылесос Redroad V17, я оставлю внизу под видео. Поэтому, если вы хотите себе такого помощника, заходите по ссылке и заказывайте его себе на дом.